В этом уроке мы разберемся с темой замены фона на видео. В первой части мы посмотрим, как на примере вот такого исходного видео получить вот такое видео с заменой фона. Причем в качестве фона мы можем применять как видео, так и фото, как, например, на этом видео. Последовательность действий одинаковая. Во второй части видео мы посмотрим на примере вот такого исходного видео, как заменить небо. В результате замены получим вот такое видео с другим небом. И в третьей части мы посмотрим, как из такого исходного видео получить вот такое видео. Здесь мы коснемся функции искусственного интеллекта, которая есть в CapCut, генерации картинки из текста. И также посмотрим, как добавить эту картинку на небо и как добавить эффект вокруг бегущего человека. Итак, приступим. Итак, открываем приложение CapCut, нажимаем вкладку «Новый проект», попадаем в нашу галерею и первым делом выбираем то видео, которое будет фоном. Добавляем его. Вот оно добавилось. Оно довольно длинное, поэтому я его обрежу, чтобы нам было удобнее работать. И здесь в конце добавляется логотип программы. Мы его можем удалить. И вторым шагом мы добавляем видео, на котором мы будем вырезать фон. Для этого выбираем вкладочку «Наложение», «Overlay», «Добавить». Вот наше видео. Добавляем. Здесь мы его перетягиваем в самое начало. Можем эти два видео подровнять по длине. Если нам нужно растянуть шкалу времени, мы просто раздвигаем ее пальцами. Так, вот наше видео наложилось. Как видите, оно сверху, но на шкале времени оно снизу. Такая особенность этой программы. Здесь мы можем это видео либо растянуть на весь экран, либо наоборот немножко уменьшить. Я подвину его немножко в сторону, влево. Сейчас выделено нижнее видео. Мы ищем инструмент обрезка Remove Background. И нажимаем Auto Removal, автоматическое удаление. Здесь искусственный интеллект обрабатывает наше видео. Он хорошо определяет человека и удаляет задний фон. Соглашаемся. И смотрим, что у нас получилось. Получилось довольно неплохо, но, как вы заметили, есть небольшие артефакты, то есть вырезает он не совсем качественно. Что мы можем с этим сделать? Выделяем снова наше нижнее видео, снова заходим во вкладку «Удаление фона», и здесь мы выбираем инструмент «Ручное удаление». И теперь двигаем наше видео на шкале времени и смотрим, в каких моментах у нас эти артефакты. Здесь есть два инструмента. Кисточка возвращает нам наше изображение, резинка вытирает. Размер кисточки можно регулировать, можно сделать поменьше, чтобы аккуратнее удалить. И здесь мы просто проводим по этому месту, которое не вырезалось. Достанем нашу шкалу времени, чтобы точнее находить эти моменты. Вот здесь мы тоже хорошенько все прокрасим. Единственное, что этот инструмент недостаточно четкий, недостаточно точный. То есть, как бы вы ни старались обводить аккуратно, он все равно вырежет немножко по-своему. Но, к сожалению, на данный момент возможности искусственного интеллекта вот такие, как они есть. Возможно, со временем он будет точнее. И таким образом нам необходимо пройтись по всему ролику, найти эти артефакты и их удалить. Тогда вырезание объекта будет более качественным. Еще пока идет обработка, мы это видим по кружочку слева. Итак, обработка завершилась. Смотрим, что у нас вышло. Вот так довольно просто можно поменять фон. Что касается замены фона на фотографию, все то же самое. В качестве фона выбираем фотографию, накладываем видео, используем инструмент «Удалить фон». Получаем такой же результат, только с фотографией. Итак, переходим ко второй части, в которой мы посмотрим, как заменить небо на видео. Здесь немножко другая последовательность действий. Первым мы загружаем основное видео, на котором мы будем менять небо.
Далее переходим во вкладку «Наложение» или «Оверлей», «Добавить» и выбираем то видео, откуда мы возьмем небо для замены. Вот оно наложилось, мы его здесь растянем. Первым делом мы подравниваем его с самого начала и в конце тоже делаем обрезку. Теперь мы выделяем второе видео, заходим во вкладочку «Трансформ» и немножко его обрежем. Нам не нужен этот водопад, нам нужно только небо. Здесь оно не совсем хорошо обрезается. Мы видео это расширим, чтобы горы и водопад у нас обрезались, осталось только небо. Соглашаемся. Заходим во вкладочку «Маска». Выбираем горизонтальную маску. Выставляем на линию горизонта нашего первого видео. И чтобы переход был не такой резкий, внизу есть белый кружочек, мы его немножко растягиваем, и он размывает фон. Вот таким образом. Соглашаемся. И здесь уже можем это небо немножечко тоже подвигать, подрегулировать. Еще здесь можно зайти во вкладку, это не обязательно, но можно просто попробовать, во вкладку Blend, наложение, и здесь попробовать разные эффекты наложения. Иногда они хорошо срабатывают, иногда не очень. То есть при наложении этого эффекта у нас будет и старое небо будет просвечиваться, и на фоне него будет новое небо. Или можем оставить без наложения. В некоторых случаях это подходит, иногда не очень. Соглашаемся и, в принципе, смотрим, что у нас получилось. Вот у нас наложилось новое небо. Еще мы можем также войти во вкладочку «Регулировка» и здесь подрегулировать яркость, контраст. Просто попробовать улучшить эту картинку. Здесь вот насыщенные цвета, либо наоборот, можно капельку добавить. Следующая вкладка. В общем, играя с этими ползунками, добиться того эффекта, который мы хотим. Согласимся. И смотрим, что у нас вышло. Вот у нас на видео новое небо. Если нас все устраивает, сохраняем это видео. Переходим к третьей части нашего урока, в которой мы тоже будем заменять небо на видео, но в этом случае будем использовать картинку, сгенерированную искусственным интеллектом. Итак, нажимаем «Новый проект». И здесь я вам покажу одну фишечку. Мы будем использовать видео не из своей галереи, а зайдем во вкладку «Stock Videos». Это стоковые видео, которые предлагает нам само приложение CapCut. Единственное, здесь есть предупреждение, чтобы избежать неприятностей с авторским правом, не выкладывайте эти видео где-нибудь в сеть без предварительной обработки. Но мы как раз собираемся обрабатывать, поэтому можем взять видео. Здесь есть рубрикация. Я уже здесь нашла интересное видео. Вот такое видео мы загрузим. Добавить. Нам такое длинное не нужно. Мы снова его обрезаем. Опять идем в функцию наложения или оверлей. Добавить. И здесь мы войдем во вкладочку AI Media. Здесь интересно то, что мы можем ввести свой текст. На основании этого текста искусственный интеллект сгенерирует нам картинку. Я уже пробовала. Как видите, тут картинки не очень. Одна из них мне понравилась. Например, я ввожу космическое небо с большим количеством звезд. Сейчас я немножко поменяю текст. Например, просто with a stars. Космическое небо со звездами. Нажимаем Generate. Происходит генерация картинок. Но в этот раз получилось хуже. Поэтому я выберу свою старую картинку, которая вот у меня. И добавляем ее. Вот она появилась. Двигаем ее в начало. Дальше растягиваем до конца ролика. Здесь тоже мы заходим во вкладочку Transform, Crop и обрезаем горы. Оставляем только небо. Соглашаемся. Растягиваем. Выставляем здесь на длине горизонта. Идем во вкладку «Маска».
маска горизонтальная. И здесь видим, что горизонт на нашем видео немножко неровный. Мы эту маску можем слегка повернуть на какой-то угол. И тоже сделаем небольшое размытие. Соглашаемся. И вот здесь мы тоже возьмем функцию наложения. Попробуем, какой из этих эффектов красивее смотрится. Вот мне этот понравился. Хард. И здесь тоже есть регулировка. Его сильнее или слабее применить. Ну, остановимся на таком эффекте. Согласимся. И также можем зайти во вкладку регулировка. И здесь тоже добавить или убавить яркость. Я наоборот чуть-чуть убавлю контраст. Здесь можно тоже совсем чуть-чуть добавить. Светлее, темнее. Давайте капельку светлее сделаем. Соглашаемся. Смотрим, что у нас получилось. Единственное, что можем приподнять чуть-чуть выше линию горизонта. Даже повернуть капельку. И теперь посмотрим еще эффекты обводки вокруг человека. Для этого мы выделяем наше основное видео. Идем во вкладочку «Дублировать». И теперь у нас выделено наше второе видео. Нажимаем вкладку «Overlay» или «Наложение». И теперь можем его подвинуть по слоям. Оно у нас находится на самом верху. И теперь выделяем это наше видео и идем во вкладку «Вырезать». Remove Background. И делаем автовырезание. Происходит обработка. И теперь выделяем снова это наше видео, на котором вырезана девушка. И идем во вкладочку «Эффекты», Body Effects. Здесь есть разнообразные светящиеся эффекты. Мы выбираем третью вкладку. Здесь есть разные варианты обводок. Подбираем ту, которая нам больше нравится. Мне понравилась вот такая обводка. Нажимаем еще раз на эту вкладочку. Здесь есть регулировка. Во-первых, можем поменять цвет обводки. Я выбрала сиреневый под цвет неба. Скорость, с которой будут разлетаться эти частицы. Медленнее или быстрее. Я сделала чуть помедленнее. И после того, как мы выставили настройки, соглашаемся. Здесь этот эффект нам нужно растянуть на всю длину видео. И смотрим, что получилось. Вот получили такое фантастическое видео. Если все нас устраивает, соглашаемся. Ну что ж, друзья, на этом я видео буду заканчивать. Было полезно. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал и до новых встреч.